Посмотрела на людей, которые издеваются над играми с помощью модов и челленджей, и подумал, а ведь у меня тоже есть такие игры, с которыми я мог бы с кайфом так сделать. И в целом я люблю, когда трудности надо решать умом. Как-то я так преисполнился, плюс вдохновился, что мы оказались здесь. Собственно, сигнатурная Diablo 2, в которой я могу играть до дыр как 20 лет назад, так и сейчас. У нас будет суть прохождения заключаться в том, что каждая выпавшая с моба шмотка, если персонаж, конечно, может с ней ходить, она будет экипирована. Звучит как шиза, но почему бы и нет. Диабло будет оригинально, так вайп ностальгии прям долбит нереально своими воспоминаниями. Может быть, когда-нибудь будет Resurrected, но не знаю. Будем, кстати, проходить достаточно тривиально, закрывая все квесты. Короче, погнали быстрее начинать, что я тут распинать. Итак, окошко выбора класса. Друида и некроманта я откинул сразу, потому что уверен в силе самонов, они на изичах справятся. Варвар достаточно стабилен, с любой железкой, он будет нормально месить бомжей. Сорка точно не наш вариант, там будет скиллами пожелая аннигиляции устроено. Ассасин уже неплохо, паладин живучий парень, мне кажется, страдать особо не будем. А вот амазонка, мне кажется, прямо имба. Будет мега абсурдно, если не повезет, а нам не повезет, очевидно, то мы будем и с луком, и с копьем, и с топором. В общем, скиллы уже не смогут протащить. Короче, айда пробовать. Наша цель пройти нормал. Мышкой наводиться из разрешения несоответствующего неудобно, и из-за чего есть проблемы в прицеливании. Качать будем в основном живучесть, чтобы было больше хп. И, конечно, силу и ловкость мы будем качать тоже, чтобы как минимум была возможность надевать на себя лучшие какие-то шмотки, как максимум, чтобы попросту себя не ограничивать по типу, ой, у меня 15 сил, я не могу напялить этот меч. Выпал вонючий лук на 1.3, плохая вариация, ну чё, правило есть правило, снаряжаем стрелы тоже, ну и в путь. Будем месить зондри пока что, зомби тоже его друга, ну а там посмотрим. Активирую вейпоинт, юзаю шрай на выносливость. Очень долго, жестко качает, думаю, что взять либо минус защиты, либо critical strike. В итоге выбираю critical strike, он же шанс крита. Входим в пещеру зла. Убиваем первых падших, нам тут же выпадает лук. К счастью, покруче, не на 1-3 дэмэджа, на 1-5. Качаемся в ловкость, прокачиваю иннерсайд. Пал топор, ну, опять же, правило есть правило, выбрасываем лук на помойку. Берем топор, убиваем падшего, и тут же выпадает посох. К сожалению, посох это не самое приятное оружие для амазонки, но имеем, что имеем. Меняем лезер армор на лезер армор. Ну и идем дальше. Выпал метательный ножик. Выбрасываем палку. Местный босс не доставил никаких проблем, потому что, опять же, первый акт, первый квест, первая локация, ну о чем тут может идти речь. Выбрали желтые, кстати, перчатки. Это приятно, но, к сожалению, это ненадолго с нами. И выпал также короткий меч. Ничего примечательного, но ножик на помойку. Короче, снова качаем шанс крита, телепортируемся домой, снова шанс крита. По шрайнам экспы мы находим, к сожалению, новые перчатки, которые нам надо заменить. На монтаже в будущем я уже вижу, что на 17-й минуте мы только-только на графине находимся. То есть, если так дальше будет идти, то видос будет двухчасовой. Нам это не совсем нужно, поэтому каждую смену портков и замену пушки я буду убирать, потому что мы не дождемся хода видоса тогда. В общем, на фоне мы убили кровавого ворона, взяли лут, ничего нам вообще не подходит. Это кто? Светлана, неважно. А на самом деле нам ее дали в подарок. В смысле, в награду за выполнение квеста по убийству Кровавого Ворона. Подумал, что с ней как-то слишком будет легко, что ли. В общем, я тактично избавился от нее. Изначально хотел показывать каждую смену экипировки, но видос так слишком быстро разрастается. Я буду показывать самое важное, позорное или просто последствия челленджа. Меч, кстати, у меня сломался, поэтому бойцовский клуб я устроил. Даже Бишибуша пришлось запинывать кулаками. Для тех, кто не знает, это, можно сказать, икона этой локации холодных равнин. Это шаман призывает умерших падших и взрывается при смерти. Находим топор желтый. Плохо, что топор. Тут драконишу и его чувачки. Видно, что чувачки мешают мне нормально атаковать, потому что они триггерят срабатывание щита. Мы об этом позже поговорим, но неприятно, что бить не могу. Шотаю Раконишу почти с full хп. Не знаю, почему он так откинулся, но ладно. Раконишу, для тех, кто не в курсе, тоже уникальный, можно сказать, враг каменного плато, по-моему, называется на русском. Ты его стукаешь, а из него молнии вылетают. Тут я на инкубатор
птиц потратил 18 секунд, чтобы добить. Тут не обращайте внимания, если мне на W будут банки. То есть это другой набор оружия, но чтобы полного набора оружия не было, ибо это было бы имбово, у меня там какая-то рандомная банка валяется. Находим меч. Тут мне что-то кучерявенько окружили чуть-чуть, но не беда. Конечно, немножко утомительно их ковырять, но, опять же, они были побеждены, но ценой моего меча. Однако, не все так просто. И вот эти чуваки на скелетах, они мне, ну, это самое, попустили, короче. Я с позором начал убегать. Тут, кстати, реально начался первый позор. Я пытаюсь найти какую-то штуку, какого-нибудь бомжа. К великому счастью, я нахожу вонючую, как это ни странно, дубину. И все-таки в ответ попускаю, обнуляя то, что сделали со мной этих скелетоночей. Здесь ничего такого, просто с арбалетом наконец-то можно немного покайфовать. Ага. И снова топор возвращается, кайф отменяется. Вот эти чуваки мне, конечно, доставили некоторых проблем, так скажем. Я их закидывал чем только мог, что нашел поблизости. Все равно пришлось покаять, потому что мне дыню расквасили знатно. Но опять же, они были побеждены. Еще один скелет, кстати, что-то дофига скелетов, я так смотрю, которые доставляют проблемы, но он тоже побежден. К счастью, мы его без мили-пушки били, иначе было бы напряжно. Вот эти чуваки охраняют свиток, который нам нужен, чтобы попасть в Тристрам. Бьют супер больно. С копьем как-то получается запинать особо без зелий. Свиток с нами. Это мой, кстати, талисман. Он на 12% быстрее восстанавливает тычку. Ну что, пора на тему удачи или еще нет? Потому что я обежал всю локацию, сделав нереальный круг. И, конечно же, я нашел мой вейпоинт, который я так долго искал. Вот рядышком со входом на эту самую локацию. Рисуем фантомную пентаграмму на камнях, открывается портал Тристрам, взрываясь об корову на удачу. Здесь я уже не понял, в какую игру вообще играю, в Diablo 2 или в Помойку 2, потому что я тут вынужден в No Vision стрелять, кайтить скелетрончика, должить его тычки. В общем, в Тристраме что-то уже как-то душновато было. Ну ладно, хилок нету, впадло что-то в город было. Ну, в общем, напряжно, но не суть. Главное, что бил через успех плюс победу. Здесь просто мужиков-сатиров из ночного клана и скелетов из арбалета чуть покайтить. Там копье где-то выпало, запинали деда Гризволда, кузнеца из первой части. Нога Вирта выпала. Это странно звучит. Я в моменте удивился достаточно, если честно. Но, в общем, мне пришлось тоже и драться. Что-то кайф под вопросом был, поэтому я нашел какой-то обглоданный скимитар. И, кстати, обратил внимание, что мне чарм выпал, талисман на урон огнем. Это супер хорошо, я на этом акцентирую внимание, потому что пушки у нас не постоянные, а 1-2 урона огнем, они постоянные. Пинаю этих скелетов дальше. Меч неудивительно сломался, снова бойцовский клуб какой-то начался. Вот здесь, кстати, я нахожу нереальный метательный нож на яд. И он был супер приятный. Я наконец-то разобрался с скелетами. Тут, короче, я нашел апартаменты графини, но я не могу никак найти портал. Как вы могли заметить, щит мне немного не дал играть. С щитом вообще трудные отношения. Изначально думал брать его только когда у меня есть одноручка. Потом во втором акте я уже совсем другого мнения был о щите. Собственно, вы попозже об этом узнаете. Нашел я все-таки вейпоинт, потихоньку пытаюсь зачистить бомжей, в частности вот эту вот зеленую женщину, которая не дает мне продышаться. Но опять же, в конце концов, раз посмотрите этот видосик, то, конечно, всех победил, плюс раскидал. После чего я побежал в башню графини. Там вообще ничего интересного не происходило. Вот сейчас у вас на экране максимально подробная иллюстрация того, что там происходило. На самой графине тоже ее миньонов мы убиваем. Там надо только не ошпариться в огне. Ну а так, потихоньку, что будет у нас в руке, тем мы ковыряем. В данном случае какой-то кинжал. Ну и чуть-чуть покайтить, похилиться, ну и все-таки допинать. Главное отойти от взрыва, чтобы кабину не разнесло, но на нормале вряд ли разнесет. Тут вообще, кстати, целая арка началась позора. Снова зеленая женщина, что-то не везет с ними. У меня какой-то полупокерский меч.
происходит нереальная попытка кантить, убегая с 11 хп. Потихонечку от них избавляюсь. Однако, иронично, но снова у меня меч почему-то ломается, не лезет мне на мечи. Продолжаю заниматься фистингом скелетов. Выпадает кинжал. Кинжал на яд очень классный, очень крутой. Мне он нереально помог, чтобы наконец-то избавиться от таких бомжей. Колечко на плюс 1 дэмэдж. Я вообще на кольцах внимание не заостряю, потому что там либо плюс 1 дэмэдж, либо, я не знаю, плюс 3 хп. В общем, ничего интересного. Здесь я немножко в окружении старших братьев падших. К счастью, вылезаю. Нахожу кузнеца. С ним вообще ничего интересного не было, потому что, ну, с ноги своей, в смысле, кувалды он бьет нормально. Однако у нас лук, поэтому просто его закайтить и дело по жилой шляпе. Тут с него карабический малус выпал, ака огромный, что это такое, молоток. Тоже пару бомжей нащелкал им. Здесь козлоногие наши кенты мертвого клана. Вот здесь, пока я расстреливаю горгулю трапу, можно обратить внимание, что повезло, ибо телепорт, ака вейпоинт и переход в другую локацию, на следующий уровень локации, точнее, были рядом. Но, к сожалению, так дальше не будет. Тут у нас амазонка и тайная комната, прохожу через стенку, лутаюсь. И вот здесь максимально был душный фрагмент, потому что я хз. Эти непробиваемые призраки, которые еще и выжигают ману, о чем я забыл сказать. У этой пачки еще экстра фаст, то есть они супер быстрые. В общем, замучился я с ними, если честно, потому что дэмэджа точка нет. Убивали чем получится. И вот этого мужичка, который зелененький, тоже мы убиваем. А вот дальше... О, пан чучело. Good evening. Что я могу сказать? Ну, первая смерть, не повезло. С посохом этим неудобным, неудачным. Я не знаю пока что хуже оружия, чем посох. В первом акте у меня не было в руках. Ну и мужики что-то максимально злые, не простили меня. Прописали меня в бан. Тем не менее, опять же, я отомстил за то, что фиданул разок. Нашел вейпоинт в какой-то веке, обойдя всю, опять же, локацию, как вы можете по карте увидеть. То есть у нас максимальное невезение. Вот это вообще нереальный трешак. Вот эти мужики, которых я в детстве назвал дедки, дедок. Сейчас я могу только сказать уёбок, потому что я их, не знаю, минут 7 ковырял. А может быть смешно там, тут на фоне звуки турели, однако мне вот было не шибко смешно, потому что они обладают вампиризмом, то есть они меня тычкуют, отхиливаются, сам я их быстро убить не могу, ибо они плотненькие, у меня 0 урона. Ну и соответственно, что, бил через превозмогание плюс страдания. Последняя бомжа нам падает булава. В моменте я ее меняю на лук. Охуеть, спасибо, папаша! И мне снова выпадает вонючая разрушенная булава. То есть там еще меньше дэмэджа, чем оригинально было бы. Разок я фиданул Тандериэль, там подскользнулся, отравился. Неважно. Этот ебучий Канакен там ходит кругами, я его не вижу, потому что там темно. Ну, а так, в целом, босс-файт достаточно скучно. Я пью банки, летаю в город. Жду, когда отравление закончится, потому что нулевые резисты. Рано или поздно, наконец-то, этот Канаки-кен на гуле умирает. Ну и, в принципе, тут уже дело за малым. Канаки-кен на гуле знак больше, чем Андариэл. Тем не менее, хоть и сейчас уже скоро запинаю, еще пару раз уйдя до города и обратно за банками, у меня минут 13 на нее ушло. Что так-то... Немало. Ура, невероятно. Итого у нас 4 смерти, и первый акт мы прошли за 2 часа 45 минут. Это жесть как много. Вариф успел принять ислам. Это не мешает ему доставить нас в Лут-Галейн, восточный город, однако вместо того, чтобы смотреть на виды города, мы спускаемся в канализацию. Бать, ты здоровый. Нам здесь нужно найти Радамента. При жизни он был крутым жрецом, его похоронили в канализации со своими лавы и рабами, однако из-за влияния Диабло он ожил, и, можно сказать, сейчас он является чем-то типа лича. Насчет скиллов. Прокачана активка на 3, снижающая защиту врагов. 6 очков шанс крита, а остальное это бесполезное уклонение и активка на замедление снарядов. В какой-то веке, кстати, мы находим портал достаточно близко к началу локации.
Пока я на фоне мансую в узких канализационных коридорах, я вообще расскажу, что тут происходит. Изначально нас так-то попросила женщина спуститься в эту канализацию. У нее потерялся муж, в скобочках умер. Нам предстоит выяснить, а что тут вообще случилось. Огромным чудом меня не забили, я вернулся в Лот-Галейн успешно, и внезапно меня настигло озарение, что я так-то могу свои вещи поломанные чинить, а не выбрасывать. Чем я пользуюсь? Так вот, рано или поздно мы выйдем на Радамента. Мы его, если убьем, нам, во-первых, выпадет свиток на +1 навык, а во-вторых, чуть за ним будет находиться харадрический свиток, который подскажет нам, что делать дальше. Квест заключается в том, чтобы собрать великие артефакты харадримов, ну, такие ультра-мега крутые маги, можно так сказать, которых не осталось живых, плюс-минус. И с помощью всего этого добра найти путь к гробнице Талраша и уже там получить ответы на наши дальнейшие вопросы, но об этом чуть-чуть дальше. Пока я тут пытаюсь разобраться с разного рода скелетными массами, я трачу очень много времени, то есть без шуток мы тут около получаса проводим, потому что мне надо размансить, забить кулаками, закидать, если чем, закидывать бомжей, подождать, пока закончится яд. Короче, это очень надолгое приключение было в канализации, хотя в нормальном сценарии, ну, я не знаю, минут 10 потолок. Ну, фиданули разок, с кем не бывает. Собственно, знакомьтесь, это есть Радамент, мы ради него сюда шли. У нас в руке сабля, не самый плохой вариант. Медленно, наверное, супер планомерно выпивая бутылки от яда и хилки, рано или поздно, опять же, мы его просто перетанкуем. С него упадет свиток на +1 навык, нагло хватаем харадрический свиток. А вот потом произошел нереальный кринж мирового масштаба. Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. А именно я увидел новую пушку, выбросил старую, попробовал взять новую пушку и понял, что я сейчас фидану. Следом я понял, что я сюда возвращаться не хочу за своим лутом, поэтому пришлось позорно выйти. Как вы могли понять, это означает, что мы снова с голыми кулаками. Где-то минут 6 разбивал каждую бочку, заглядывал в каждый сундук, лутал каждый труп, чтобы добыть какую-нибудь себе пушку, чтобы не быть настолько беспомощным. В конце концов, у меня это получается. Вот это вот расстояние, с которым мы смогли зайти в портал, запомните, пожалуйста, потому что я это еще припомню. Здесь попытка выжить, потому что оружие у нас такое себе для массового убийства. Возвращаемся в город, чиним свои портки, шапку. По своей глупости не так давно я продал перчатки, поэтому для какого-то восстановления баланса во вселенной решил себе прикупить новые перчатки. У нас есть правило, что торговцы не одевают персонажа, но экипировка в любом случае будет очень скоро заменена, так что не волнуйтесь. А вообще, я чуть-чуть попозже подробнее подниму эту тему снова и расскажу, что кого. На локацию после находа с этой сабли я потратил еще минут 14. Наконец-то я ее зачистил. Мы двигаемся в следующую локацию. Спускаемся в зал мертвых. Здесь нам нужно найти харадрический куб. Это одна из составляющих для создания посоха, который нам нужен, чтобы попасть в истинную гробницу Талраша. К счастью, нам везет, мы из пачки бомжей умудряемся просочиться на следующий уровень глубже. Здесь меня блочат от души, не дают пройти по коридорам. Чуть погодя, меня заблочили уже посреди коридора, шансов выжить не было. Однако мы находим то, зачем пришли. Вот только есть нюанс. Я не нашел портал. Мне пришлось выйти, чтобы не нафидеть, впадлу умирать. И в итоге я, к огромному своему счастью, нашел, чтобы попросту все порталы у нас были доступны. Потом я пошел пофармить немного пауков, они же скоробей, за них отсыпают достаточно неплохое количество опыта. И меня попросту убили. Окей. Здесь я топором избиваю саранчу. Сейчас вы можете видеть, насколько щиты и уклонения мне мешают играть. Я ввожу дополнительное правило насчет щита. Давно уже этот вопрос висел в воздухе. Я его смог сформулировать. Собственно, щит попросту опционален. То есть я могу с ним ходить, могу не ходить. Потому что иногда действительно уже припекает, когда ты не можешь ни ударить, ни убежать, ты стоишь. Нет бы уже лицом танкануть, чтобы хотя бы тычку мочь сделать, но щит и наше уклонение попросту не дают этого сделать. На фоне я зачищаю бесконечный первый уровень логова личинок, то есть мы снова прошли всю карту.
Ровно как и на втором уровне это у нас произойдет. Но, тем не менее, мы добрались до главного чувака, которого нам надо убить. Вот этот огромный оранжевый. Ну, вы поняли. Нам пришлось его побеспокоить, потому что он мешал нам взять первую часть для крафта посоха Харадримов. Продвигаемся дальше из этих неприятных коридоров. На фоне, как вы могли заметить, немножко потемнело. То есть у нас произошел неожиданный закат. Это змеи накастовали какое-то свое колдовство. Это еще один квест этого акта, третий. Мы как раз таки идем выяснять, что там произошло со змеями. И по пути очень удачно нам нужно как раз с этих змей выбить будет амулет. Сами змеи достаточно неприятные парни. Они могут подзамедлить, в скобочках заморозить, откинуть назад. Здесь я застрял в пачке этих змей с элиткой, как раз около алтаря, до которого нам надо добраться. Ну и чё, они меня забивают достаточно стабильно, потому что они экстра фаст, то есть от них не убежать, не размансить. И вкупе с тем, что про них сказал до этого, полагаю, напрашивается очевидный вывод, что они заставили меня немножко попотеть. Резисты к молниям у меня маленькие. Вот этот чувак, который искрится, как бенгальский огонь, он меня тоже заставляет немного понервничать. В конце концов, мы его убиваем. Тыкаем на алтарь, хватаем амулет. Колдуем, наконец-то, мега-дрын, харадрический посох. Он нам понадобится дальше. Идем в гарем. К сожалению, там не будет. Ибрагим Багимша, единственный супруг падиша Хада. Великий Ша, ты сам выбрал 10 мужчин. Этого мало. Все это видели. Не удивляйся, Сулейман. Я перевоплотился и накопился. Сколько еще быть покорным? А еще я говорил про бесполезное замедление снарядов, потому что, ну, посмотрите на это. Блин, сори, что показал два одинаковых этажа, что-то перепутал на монтаже. А так у нас в гареме и подземки дальше вот этот вот геймплей, что вы видите на экране. То есть мы умом байтим на какие-то узкие проходы слэш-двери и расстреливаем очередных. Здесь 4 ответвления, 4 развилки. Нам нужно, чтобы повезло и как можно раньше выпал нужный троп с персонажем, которого нужно убить. Тут меня зажимают козлы. Я дошел до конца первого тропа, там ничего не оказалось. Поэтому мы с вами ищем дальше. У нас еще есть 3 возможных пути. В одном из них точно будет призыватель. То есть это маг, которого вам нужно найти. Он блокирует нам путь в каньон магов, куда нам нужно дальше попасть. И мы его ищем до талого. На второй раз тоже не повезло. Да, с посохом что-то вообще не кайф. О, а вот и он, мы его наконец-то нашли. Пытаюсь максимально быстро разобраться с дедами на этой роковой лестнице, потому что с ними просто невозможно, они мешают своим присутствием. Этот перец не вкладывал очки в выживаемость, поэтому он умеет просто очень больно хуярить своим колдовством по нам. Посему наша задача задолжить это все и убить его. В конце концов мы оказываемся в каньоне магов. У нас и символ настоящей гробницы Талраша. Наша цель только пробежать все 7 имеющихся гробниц и найти точь-в-точь такой же символ. В нашем случае это выпало на последнюю гробницу, то бишь на 7-ю. Спасибо, папаша. Тут я поверил в себя, побежал в самый конец побыстрее, не особо не убивая бомжей, чтобы столкнуться лицом к лицу с боссом этого акта. Его зовут Дурель. Если честно, я знал, что будет трудно, но не знал насколько. Короче, это он. Он гроза, возможно, не только всех мусорных билдов, он в целом, наверное, гроза половины игры первой, потому что он мобильный, он больно бьет, у него есть неприятная аура, замораживающая персонажа, и из-за этой ауры где-то есть окошко в секунды 3, чтобы его нормально атаковать. Я до этого не скоро дойду, поэтому я пытаюсь его зафейстанчить, еще что-то сомнительное делать. Умерев достаточное количество раз без ощутимого дэмэджа по боссу, я решаю, что так дальше продолжаться не может. В первом акте мы принесли кузнецу Чарси ее инструмент, было дело, и в качестве награды она может зачаровать шмотку нам. Ну и я и засунул свой нагрудник, подумал, что это решит все проблемы. Блять, вот это вообще уму непостижимо, потому что с подобного расстояния мы смогли однажды в портал залезть, а здесь меня забивают ногами дважды, потому что персонаж внезапно короткорукий, коротконогий, не знаю, ну и вот.
Наконец-таки попав к дурелю, пусть не с первого раза и нестабильно это все-таки у нас получается сделать. И умерев еще парочку раз, я так что-то посмотрел, почесал репу и понял, что так, дальше продолжаться не может. Нам, походу, он не по уровню попросту. То есть мы 18 уровня. По-хорошему на него идти хотя бы 20 с каким-то уровнем. 21, 22. Короче, план заключался в том, чтобы найти алтарь опыта, потом найти пачку с элитными скоробеями около портала. Это важно, чтобы не тратить время. Элитка тоже важна, потому что дополнительно у них есть множитель опыта. Однако мне не везет, я не могу стабильно найти пачку элиток скоробейных. И я рандомных мобов просто убиваю, где-то там еще умудряюсь фидануть пару раз. Спустя 2 часа фарма мобов мне в голову пришла идея, что можно перекачаться, то есть сбросить навыки и немножко вложиться в копье, чтобы, если оно нам выпадет, мы могли хоть что-то с каким-то оружием делать, я уже не знаю. Я нафармил 20 уровень, как вдруг мои планы нарушил этот зеленый скипетр с каким-то совершенно ненормальным максимальным уроном. Я со всех ног бегу обратно к дурелю, игнорирую обычных мобов, потому что любая случайная замена оружия может снова меня превратить в нищего с мусорной палкой. Потихоньку прощупываю почву, что с ним делать, чтобы одолеть. Поначалу долго вспоминал, осознавал, что я попросту не могу наносить ему какой-либо урон из-за его ауры с заморозкой. И как я чуть-чуть обмолвился ранее, мне необходимо ловить окошко в секунду 3, когда персонаж еще не замерз. Нам нужно нанести одну тычку, больше мы все равно не сможем сделать из-за ауры заморозки или то, что он сбивает своими атаками нам анимацию. Если мы попадем, это единственной атакой, что мы наносим, это уже нереальный успех. Каждый раз после того, как я умираю, я закупаюсь банками, пока что только хилками, потом еще зельями для оттаивания. Тут я решил купить щиточек, чтобы потестировать, насколько он поможет нам или вообще все равно. Мне показалось, что он не будет руинить в этом сценарии. Также у нас есть правило, что торговцы не могут одевать персонажа. Но здесь нет конфликта. Правило плавающее, но его смысл в том, что мы не можем закупаться удобной классной экипировкой. За всю игру я раза 4 купил щит, пустой, это важный слот, и раза 3 перчатки, которые спадают все время с рук персонажа из-за потных ладоней, походу. Кольчуга была с гнездами, поэтому из города взял чуть-чуть найсичей, чтобы эта шмотка стала немного лучше. Наконец я привык к этой стратегии, а именно попробовать нанести одну тычку, словить заморозку от его ауры, начать убегать, ожидая, пока персонаж разморозится. И таким образом цикл повторяется до победного. Бомжи у портала решили, что пора снова перекрывать мне выход. Убить их и не могу, и не хочу. У персонажа голый кулак, потому что туша находится в подвале дюреля. Да и если выпадет какая-нибудь мусорная ружка с этого кривозубого скелета, это будет провал. Как вы видите у себя на экране, в дело идут гениальные навыки микроконтроля. То я банки из инвентаря перекладываю быстрый доступ, то переключаюсь между бегом и ходьбой для экономии выносливости. Мобы уже облепили портал, поэтому нам надо не затягивать с дурелем и наконец-то добивать его. Ох, бля, ну что я могу сказать, это было действительно непросто. В какой-то момент я даже подумал, что придется гриндить до 24 уровня, что как-то, ну, кринж, что ли. Неужели персонаж настолько слабый? Но нет, нормально. Это так был гораздо сложнее первого. Первый вообще, я не знаю, детский по сравнению с этим. Ну и мы движемся дальше. Видеть мой глаз. Третий акт встречает нас доками Кураста, сырость джунглей и километр одинаковых троп впереди. У первой элитной пачки выпадает квестовый предмет, после пары разговоров с NPC получаем постоянный плюс 20 к здоровью. Немного не люблю третий акт за духоту в начале, потому что начало этого акта ощущается как дежавю. Вытянутые джунгли, запутанные тропы, постоянный поиск вейпоинта или пути дальше. О, кстати, помните, как мы недавно перераспределили очки умений? Так вот, наконец-то выпало метательное копье, я могу показать, что за ржаки мы умеем теперь делать. У нас появилась способность джаб, персонаж наносит 3 тычки подряд. Это можно делать как с обычным копьем, так и с метательным. А вот способность чумное копье только с метательным. Брызком копья мы спавним ядовитые облака, что помогает быстро защищать бомжей. Заключительное уточняющее правило: если в одной куче много шмоток одного типа, и я не могу отследить, что упало последним, тогда я беру самую верхнюю шмотку. Пока вы наблюдаете неудачные последствия знакомства с пауками и очередную пробежку обратно, расскажу, что вообще нужно сделать. Основная задача этого акта — найти 4 реликвии древнего жреца Закарума, Халима. А именно сердце, мозг, глаз и цеп. Объединив их вместе, мы получим артефакт, который позволит нам добраться до Мефисто, повелителя ненависти. Не знаю, почему я озвучил это таким тоном, но вернемся к теме. На ваш резонный вопрос «ну и хули?» я скажу, что мы сюда пришли за глазом в сундуке. Это как раз первая из 4 реликвий.
Пытаемся покинуть эти леса, джунгли, болота, где мы тут везде сразу. Местные обитатели вставляют нам палки в колеса и не позволяют это сделать. Микрочелы со своими трубками нас застреливают, их много, толпой гасит даже льва, как говорится. А шаманы микрочелов просто нас сжигают. Если подставиться под 2 залпа огня или быть чуть неосторожным в целом, то от нас ничего не останется. Нахожу вейпоинт, кстати, спустя полчаса нахождения на этой не особо-то прекрасной локации. Расскажу мельком, в чем соль происходящего. Эти микрочелы, как видите на экране, их тут много. Дэмэджа у нас немного. Пока мы запинаем каждого из них, надо еще не подставиться под удары других, или же просто откайтить. Тут, например, я бегал до колосса, чтобы похилиться. Показатель защиты у персонажа хромает. Оружие у нас снова не копье, а какая-то шляпа, что затрудняет прохождение. Единственным нашим относительно стабильным вариантом остается затесавшаяся в закромах инвентаря какая-нибудь банка на отравление или на взрыв, но не более. Наконец-то попадаем с любимым посохом в руках в подземелье живодера. Здесь нам нужно спуститься на 3-й уровень подземелья, там мы найдем 2-ю реликвию. Пришло сознание то, что с вонючим посохом своим ненавистным я не смогу ничего им сделать, поэтому я бегу. И мне натурально первым дропом выпадает летательное копье. Дальше расправиться с ними — это уже вопрос времени. У чемпиона элитки аж что-то тромб оторвался от наблюдения происходящего, однако ему это не помешало мне прописать в жбан. После немногочисленных страданий с мечом нам выпадает копье, а это означает то, что мясник из Блавикина, он же венецианский потрошитель, в деле. И мозг Халима оказывается у нас в инвентаре таким образом. Все, мы убиваем штормодрева и наконец-то выбираемся из этих джунглей. Ура, цивилизация. У способности джаб есть нюанс. Если персонаж начал бить, это остановить невозможно. Если персонаж заморожен, тогда анимация будет проигрываться медленнее. В будущем мы неоднократно еще попадемся на этом, так что знайте. Тут произошло то, о чем я говорил не так давно. Именно с персонажа с потных ладошек соскользнули перчатки, или, не знаю, обезьяныч какой-то спиздил. Налегке пролетаем канализации, находим сердце. Происходящее на экране я могу прокомментировать только 2 предложениями. Первое — миллионы лет эволюции, знак меньше, чем змея. А второе — у деда прокнула деменция. По очередному заданию нам необходимо найти книгу в подземелье. Всего подземелье 6. Однако книга спавнится всегда в подземелье с одним конкретным названием. Ну, о чем я благополучно забыл и ворвался в рандомное первое попавшееся подземелье в Курасте. То есть вот эти мучения и превозмогания на экране были зря. Я еще об этом не вспомнил, поэтому пытаюсь нереально потеть, зачищая этих змей. В одном из заходов я увел прицел от своего лута. Также для контры заморозки в моменте напился соответствующих зверей. Спустя время я все-таки вспомнил и побежал искать нужное по названию подземелье в Травенкл. Там его тоже не оказалось, то есть надо будет посмотреть еще 3 подземелья, которые встречались ранее. Однако там мы найдем членов совета, с которых выпадет финальная 4-я реликвия — цепь Халима. Заодно очень удачно получилось активировать вейпоинт. Крафтим волю Халима. Тут я уже не помню, то ли я упертый, то ли не поверил в свою ошибку, то ли изначально это все затевал для того, чтобы зачистить это ненужное подземелье в конце концов. Окончательно удостоверившись в том, что здесь нет никакой книги, я побежал с горя добивать членов совета в Травенкл. А чё, кстати, кто это вообще? Эти создания когда-то были правителями и жрецами Кураста. Теперь же члены совета служат повелителю ненависти и охраняют путь к нему. Скрывая волей Халима путь к Мефисто. На суперспидах, минуя всех бомжей, я ищу спуск на 2-й уровень, чтобы активировать вейпоинт. Затем я хочу вернуться за книгой в нужное подземелье, наконец. После чего у нас останется только убить Мефисто в этом акте.
Подземелье я нашел, разок там откинулся. Понял, что могу просто забрать книжку без массового убийства, ибо сейчас у меня персонаж, мягко говоря, не в кондиции. Посему так и делаю. В награду дали 5 очков атрибутов, которые мне как раз были нужны, чтобы вкачаться в силу немножко, чтобы носить новые пушки. Выпал очень конкурентоспособный шлем, особенно учитывая те помои, что на нас. Это вообще жемчужина какая-то. Происходит так называемый Game Change, а именно мы апаем 24 уровень, что позволяет нам прокачать приманку. Этой штуки на самом деле не хватало, банально постоять кому-то и поторговать ебучкой — это то, что нам нужно. Мефистофель по сравнению с Дуриэлем какой-то доходяга. Я уверен, что нам даже мусорного топора хватит, чтобы с ним справиться. Из неприятного у него есть атаки, которые отравляют и подмораживают персонажа. Однако это более чем контрится покупкой соответствующих зелий. Мы будем активно прикрываться женщиной по возможности, то есть наша приманка будет получать тычки, а мы будем дамажить. После мобильного дуэли этот полустационарный чувачок ощущается, конечно, сильно проще. Да, конечно, он может что-нибудь кастануть на полъебала, однако к нему уж найти подход гораздо проще. С него еще и в придачу выпали замечательные перчатки, которые хорошо закрывают наш вопрос слабой защиты. А так, несмотря на время и количество смертей, этот акт был не сильно сложнее первого. Просто он объемнее территориально. А так все посильно. Пока на фоне я балуюсь со своей приманкой, в скобочках тульпой, расскажу некоторую драму про 4-й акт. В общем, есть одна проблема у меня в жизни. Нужно ходить на работу 5 через 2. Из-за этого производство этого ролика очень сильно замедленно было. Поэтому я кабанчиком в один день решил взять с собой ноут. Пока что я оставлю вас наедине с этой информацией. Потом она пригодится. Мы находим Изуала. Нам нужно его убить, чтобы узнать о дальнейших планах сил зла. Изуал — один из самых известных падших ангелов Санктуария, служащий силам ада. Тирель награду нам дает 2 очка навыков, что очень приятно. С Изуалом было все просто, на нормальной сложности он весьма добродушный мужик, обладающий огромным запасом хп. К сожалению, мы движемся дальше. Ранее на футажах вы видели, что убийство буквально каждого бомжа дается с потом и кровью нашему персонажу сейчас. А теперь вообще будет происходить квинтэссенция абсурда. Ибо у нас на пути будет куча мобов, которые спавнят, назовем их детенышами, спавнят детенышей. Учитывая наши слабые способности к зачистке мобов, это превращается в ад на земле. За прибывших в этот мир мобов опыт не дается, а их спавнера мы убить быстро не можем. Самих микрочелов также смысла особо убивать нету, потому что им быстро придет новая замена. Собственно, приятно познакомиться, стигийская ведьма и кровавая личинка. Узкие коридоры, как вы понимаете, вообще не способствуют тому, чтобы просто оббежать их. Воткнул руну на яд в оружие, надеюсь, то, что нам это немножко поможет. И вот этот мост, который в кадре, вы его еще неоднократно будете лицезреть, потому что я буду каждый раз туда отводить мобов, как-то кайтить по одному. Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом. Если честно, не уверен, что нам может помочь в этой ситуации. У нас прокачаны скиллы, которые влияют на попадание, на шанс крита. То есть нам, по сути-то, урон наносить даже нечем. Единственное, на что можно надеяться, так это выпадение копья. Потому что там у нас хотя бы появится джаб. Если это метательное копье, то мы просто затравим всех ядом. Выпал лук, быдло получает по заслугам. Конечно же, дистанционно, иначе мне ебучку разобьют, как обычно. Я подустал убивать каждого бомжа, поэтому решил вайбануть и пробежать до телепорта.
В моменте я свернул не туда, нашел кузнеца Гефасто, нам тоже его надо будет убить. После чего залутать с него молот и с его помощью разрушить камень души Мефисто. Это второй квест этого акта. После разрушения камня души Мефисто выпадут драгоценные камни. Меня немного контузило от происходящего. Я пытаюсь найти какую-нибудь пушку, придумать решение, как избавиться от такого большого количества мобов под аурой кузнеца. С предыдущим вариантом совсем не прокатило, я снова выхожу на охоту нового оружия, однако у меня в закромах была банка на яд, я пытаюсь хотя бы затравить мобов. План говно, я пробую выйти к вейпоинту обратно, чтобы хотя бы меня не с двух сторон забивали, а я как-то контролировал. Получается добраться все-таки до вейпоинта. И теперь я от него буду зачищать мобов по одному. Снова покажу вам разок, как долго дается убийство хотя бы одного моба. Кстати, от предыдущего вейпоинта до этого мне потребовалось больше часа, чтобы добраться. Это пиздец, за это время можно успеть старшим слесарем стать. Я от одного вейпоинта до другого в аду бегаю. О, не зря этот чувак горел водой и мучился веками, потому что с него выпал хоть какой-то разъебанный пивом. А это значит, мы теперь снова можем кидать копья и отравлять бомжей тоннами. Скромно захожу на вражескую территорию, достаю парочку бомжей, избавляюсь от них поодиночке плюс-минус. И потом, когда уже никого не осталось, кроме самого кузнеца, я его тоже вытаскиваю, прям до портала довожу, нанося тычки и байте на свою приманку, и убиваю. Уничтожаем камень души Мефисто, подбираем драгоценности, что выпали, еле-еле уносим ноги, и второй квест этого акта завершен. Обратите внимание, сколько у меня сейчас денег, потом их станет чуть-чуть побольше, ближе к 100, но это тоже аукнется. Пока я пытаюсь дойти наконец-то до цитадели Диабло, я расскажу cool story. С игрой Diablo 2 я познакомился в 6 лет, первое прохождение было за некромантом. Полагаю, мне дали эту рекомендацию, потому что это самый легкий класс для новичка, меньше наказ за косяки с билдом. В принципе, прохождение шло достаточно неплохо, однако то ли на подходе к боссу, то ли уже он лично снес моих самонов с пары огненных волн, а персонажу следом пробил голову. В общем, так произошло, наверное, до 10 раз, и у меня пригорела жопа. Я точно помню, что я был 27 уровня. Скорее всего, я отправился гринить до 30-го. Если бы мне тогдашним дали пошпилить на вот этой вот амазонке, что на экране, я уверен, что ком был бы уже с вертушки разъебан давно. Пока меня активно пытаются убить, да и собственно у них это получается, нам нужно открыть 5 печатей и разобраться с их хранителями. После этого мы уже сможем сразиться с самим Диабло. Первые 2 печати мы активируем, нам на голову десантируется первая пачка элитки. Эти мобы нам выжигают ману, если честно, особого приема против них у нас нет пока что, зато есть банка с ядом. Тут я пытаюсь активировать 3-ю печать, к сожалению не получается, я уже подумал, что она бракована или словил баг. Испугался, что придется перезаходить, а это нам придется снова до сюда добираться. Однако нет, просто позади остался где-то 1-2 бомжа, я от них избавился, и все получилось. Заспавнилась еще одна элитная пачка, они плотные, но проблем нам особо не доставляют. Чего я не могу сказать о последней элитной пачке. Я почему-то был уверен, что активирую последние 2 печати, получу элитку на голову и умру там, избежав обязательного их убийства. Я для этого разделся. Но нет. Проблема в том, что там заспавнились веном-лорды. Был бы у нас какой-то резист к огню, не нулевой, тогда все было бы Гуччи. Ну а так, к сожалению, нам придется бегать от них, роняя кал. Находясь в отчаянии, покупаю слабый щит из первого акта, надеясь, что он мне хоть как-то поможет. Остаюсь тет-а-тет с этим элитным чемпионом, в конечном итоге я его одолеваю. И мы наконец видим долгожданные спецэффекты. Это означает спаун Диабло. Пытаюсь прощупать почву, найти какую-то тактику, но на нем я застрял надолго.
Беда в наших крайне низких сопротивлениях к огню и молнии. Если резисты на яд и заморозку мы еще можем получить с банок, то с этими оставшимися двумя вообще никак. Еще у нас в руках пока что меч, с которым наши навыки не имеют никакой синергии. От приманки тоже пользы особо никакой нет, ибо если я-то ваншочусь от молний, то она, в свою очередь, от одного только взгляда Диабло исчезает. Случайно нашел некоторую лазейку, которая может нам помочь. Она заключается в том, что через гачи-мучеников молния не проходит. Если удачно встать, то мы можем безнаказанно бить. Либо словить ваншот. Риск, награда. Пытаюсь найти быстренько более качественную какую-то пушку. Конечно же, блять, нахожу палку волшебницы. Однако был достаточно фрустрирован, что даже решил дать ей шанс. Как ни странно, очень быстро я пошел искать ей замену. Досадное наблюдение заключается в том, что если мы замахиваемся для нанесения атаки в ближнем бою, а Диабло начинает кастовать молнию, то это стопроцентная смерть. Персонаж у нас достаточно деревянный, а анимация медленная. Здесь уже максимально сошли звезды и могла быть Absolute Cinema, ибо по воле рандома удалось завести Диабло в очень удачное для нас положение, где стихийные атаки буквально наносят урона. Однако, чуть-чуть бы лучше пушку и побольше защиты было бы легендарно. Нашел арбалет, да вот только незадача, стрельба из него просто не дает нам шанса для маневра. Да, я понимаю, все, это уже последнее попрошайничество на новую пушку. После этого мы не будем ничего искать нового наконец-то. Хочу, кстати, любезно обратить внимание, что за 20 минут ковыряния всякой хуйней нашего красножопого друга мы нанесли ему вот эти копейки всего лишь. Сначала у меня было в планах на монтаже отразить все под 200 попаданий этими копьями в Диабло, но не сделав из 40, я понял, что устал, и я не буду так поступать с вами. Я страдал, в этот раз вам повезло. Однако наличие метательного копья не означает автовин, потому что у нас всего лишь 40 попыток попасть в Диабло, после чего надо лететь домой его чинить. Джаб использовать было плохой идеей, я фиданул, больше так делать не хочу. Также у нас очень быстро заканчиваются банки на лечение и ману, что тоже является причиной слетать домой. Я ранее не показывал, но на портале домой появляется костяная тюрьма, которую надо разрушать каждый раз. Диабло меня караулил этого портала, пришлось в другом месте его открывать. Костяная тюрьма, кстати, больше не появлялась. Я не знал, что есть место, где это не прокает. Насчет чеховского ружья, что я взял ноут на работу. В моменте меня то на объект другой отвезли, то я уже домой пошел. В общем, это было два рискованных события. Я боялся, что ноут сейчас разрядится, либо Диабло просто не развернется после режима сна. Тогда бы я заново до сюда добирался, обнулив 2 часа прогресса. Я был бы в тильте. К счастью, повезло. Не повезло, что у нас лаве заканчивается. Вот у приложения банка зашел. Что-то все меньше и меньше денег. Местами я уже полувялый, потому что... Я устал. Ужасно устал. Ладно, хорошо. Ибо я этого черта 75, блядь, минут убивал. Я уже и на работе, и дома, и чуть ли не по дороге этим занимался. Это пиздец. Зачем, кстати, я вообще взял ноут на работу? Да потому что мне очень нравилось делать этот видос. Я буквально горел этим. А заниматься им по 1-2 часам в день, это как-то несерьезно. Я не хотел на 40 дней растягивать. Yes! 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 Ох, бля. 57 смертей в этом акте. А Диабло 25 раз умер. Я уже, если честно, задумался, чем я занимаюсь. И, в общем, морально как-то относительно даже вайб какой-то дропнуть появился, но... сука. Не сегодня, бля. 10 из 10 по сложности, очевидно. Время 5 часов, хотя акт кажется маленьким. Вот так. Че это тут у нас на экране? А, это Яндекс контора хороших людей, а на фоне я так хожу на работу по DOS Diablo последнее время. I am Qualkek.
Мы прибываем в Харагат, ПГТ Сибири, Долину Варваров и наше финальное пристанище. Ну чё ты медлишь, давай бить ему в рожу. Чёрт! Нет! Нет! После 4-го акта я познал дзен. Я на максимальном чиле и без спешки зачищаю локацию, продвигаясь уверенно дальше. Пусть и очень медленно. ПТСР после Диабло на месте. Сейчас наша цель добраться до конца этой локации. Там нас ждет Шенк-надсмотрщик, очередной элитный демон, который держит оборону на подходе к дальнейшим зонам. На фоне шинкуем мобов, ломается меч, я пытаюсь улететь домой, внезапно вижу, что мне выпал талисман на урон ядом. Это тот самый стабильный стихийный урон, который с нами сохраняется навсегда. Здорово, во втором акте я бы за такое убил. Сейчас, конечно, 6 урона ядом в секунду маловато, но все равно приятно. Добираемся до Шенка, избавляемся сначала от кучи его порабощенных, а потом от него самого. Стратегия неизменна. Байтим на приманку и пользуемся этим. Награда за квест — возможность создать гнезда в какой-то шмотке. Но об этом ближе к концу акта. Упс. Это я, что ли? На локации Холодной Нагорье нам нужно освободить пленных варваров. Это задание Голкека. В качестве награды нам выразят респект, дадут 3 рунных камня, и мы сможем нанять варвара. Чем мы пользоваться не будем, конечно. Нам нужно найти 3 участка с дикими узниками. Хуйово мені. Та тобі піздець, ти позеленів. В этом акте, к слову, нам падает немалое количество редких шмоток. До этого как-то были голодранцами в обносках, сейчас уже поинтереснее. Дальше пытаемся добраться до кристального прохода. Оттуда можно спасти Аню, пропавшую до нашего появления NPC, и продолжить подъем в горы по основному сюжету. Can I help you? Естественно. Сейчас начнется тряска. Заползаем по пути в яму Аширона. По вайбам это вылет и 4-й акт, поэтому идти туда особо не хотелось. В целом и не обязательно, но я все равно полез. Хотел добрать немного опыта. Нам срочно нужен 30 уровень. На фоне был оригинальный монтаж. Я слетал в 4-й акт за каким-то нормальным оружием, и из первого хранилища мне выпало копье. Легчайшее. На удивление, это маленькое путешествие по местному аду прошло без проблем. Я зашел в ледяную пещеру, куда нам так-то надо было изначально. После чего в маршрутке начался лютый кошмар. Там очень неудачно для нас пачка элиток, которых мы вряд ли убить-то сможем в целом. Я 2 раза перезашел в игру. Генерация поменялась, однако легче от этого вообще не стало. Поначалу я пробовал их выкосить, но, увы, они это делали со мной. У них слишком большая тычка, они мгновенно сокращают дистанцию, и наш билд через яд просто не вывозит по темпу. Нам эту элитную пачку удалить нереально, она нам попросту не по силам. Если только еще раз 30 нафидить об них, может кого-нибудь тогда заберем. Это не наш вариант. В какой-то момент я забил и просто пробежал мимо них. Из этой локации есть 2 пути. Первый идет к замерзшей реке, где нам предстоит спасти Аню, пропавшую жительницу Харагата. Второй — через ледяную тропу, морозную тундру и дальше к вершине. Изначально в планах не было, но по факту так вышло, что мы вышли в морозную тундру быстрее ожидаемого. Поэтому решаю активировать там вейпоинт, после чего уже вернуться назад и завершить квест с Аней для начала. У меня это получается сделать, и мы снова находимся в ледяном подземелье. С элитной пачки мне упал кошерный меч и талисман. Там снова стихийный дэмэдж, в этот раз на холод. Очень рад происходящему, я таких подгонов всю игру ждал. На футаже видно, что я трижды перепроверил, что выпала приятная темка. Не поверил сначала. И буквально не отходя от кассы, очень скоро мне падает еще один талисман. Снова на урон холодом. Погоди, это реально?
Сейчас в кадре я продаю жезл некроманта и сознательно отдаю предпочтение кулачному бою за более быстрой скоростью атаки. Да. Мы нашли Аню. К сожалению, рядом с ней обитает элитная пачка местных снежных тварей. Заставили они меня побегать по локации, поводить за собой по одному, ибо они плотные и быстрые. В общем, класс не ставлю, мне они не понравились. Подгоняем отопление Ани, она освобождается. Нам в награду дают плюс 10 ко всем сопротивлениям. Это пушка-вышка Годнота. А, и еще желтый лук, конечно, который мы еще сменим через минут 5. Также узнаем, что Нилатак, бывший житель Харагата, чмо и продал жопу Ани и всего Харагата в целом Баалу. Мы отправляемся в апарты к Нилатаку, чтобы заставить пояснить за кучерявый базар. По пути будем выкашивать орды мертвецов, за них, кстати, неплохо дают опыта, и для нашего дохлякана персонажа они очень даже убиваемые. Нила так плотный сам по себе. Поначалу я пытался затравить его ядом, но словил Диабло референс. Таким методом я еще в сумме 75 минут убивал, помните? Еще Нила так иногда призывает бомжей себе на подмогу. В общем, растягивать удовольствие не хочется. На моменте я спонтанно вспоминаю, что у нас есть навык на метательное копье, а именно метнуть заряженную молнией атаку. И это было гениальное озарение для этого случая. Возможно, я мог убить Диабло на 15 минут быстрее, если бы вспомнил когда, но не факт. Старый бог! Спавшего некроманта выпал шикарный пояс, и немного проспойлерю, он с нами уже до конца остается, что поднимает мораль. Далее нам остается пройти через путь древних. На фоне я убиваю каждого бомжа, потому что 30 уровень совсем близок, а там нас ждет один очень мощный и очень долгожданный навык. Вам пока расскажу, кстати, что за древние. В общем, древочи — это 3 легендарных варвара, которые после смерти остались охранять вершину Ариата и путь к мировому камню. По их правилам, любой, кто хочет пройти дальше, обязан сначала набить морду этим 3 дедам. То есть буквально 3 бессмертных старика сидят на горе и устраивают драку каждому встречному. Причем настолько эти ребята серьезны, что даже Баал не полез через них напрямую и нашел местного предателя Додика, который провел его в обход. Тут я заговорился, и мы, во-первых, добрались до древочей, во-вторых, мы прокачали на 30 уровне Валькирию. Если в 2 словах, то приманка — это демоверсия Валькирии. Блять. Ты охуел? Валькирия может танковать очень много дэмэджа. Она умеет ходить, вау. Она даже наносит четверть урона персонажа. В нашем случае это копейки, но неважно. Прохождение с ней становится вдвое легче буквально. Древочий палец за 10 минут, 2 колчана стрел закончились и пришлось выходить на кулаках. Быстренько скипаем 3 уровня Камня Мира, забегаем только за вейпоинтом. И врываемся в локацию Трон Разрушения. Это заключительная локация, здесь мы должны убить 5 волн элитных мобов, после чего мы сможем попасть уже к Баалу. С первой пачкой никаких проблем не возникло, зато со второй пришлось повозиться. Она состоит из кучи погребенных, они же родственники Радамента. Загвоздка заключалась то ли в их высокой защите и регенерации, то ли в нашей мусорной пушке. Ни одного из них мы пока что убить не можем. До вставки камня на яд наш билд мог только справиться с уничтожением скелетов холодом, чтобы их не могли оживить. Эти противники обладают колоссальным уроном ядом, который даже Валькирия не в состоянии танкануть. Выпадает короткое копье, это значит, что членов совета, 3-ю пачку, мы просто затравим ядом и даже не почувствуем. Ну почти. В итоге легчайшее. Но с копьем мы прощаемся и лутаем топор. По запаре я вставляю в него рубин на урон огнем, что нам совсем не поможет на следующей волне. 4-я волна мобов состоит из братьев Веном Лордов. В принципе, можно осилить. Тем более сейчас у нас с резистом к огню лучше. Про приспешников разрушения я такого сказать не могу. Я беру Валькирию под мышку, и мы делаем кружок по локации. Выводим красавчиков.
Нашим билдом мы будем убивать их дольше, чем Баала. Один доходяга не успел за всеми, так мы его вдвоем 3 минуты забивали. По сути, для следующего этапа или следующей волны в комнате с Баалом не должно никого остаться. Ну вот, по сути мы никого и не оставили. Вот наша последняя цель. Убить Баала. Он плотнее, чем Диабло, очевидно. Обладает кучей стихийного урона. Умеет призывать клона-братишку. Клон, в отличие от нашей приманки, у него способен наносить урон. Так что если лицезреете заклинание Баала в двойном экземпляре, то не пугайтесь. Убивать клона нет смысла. Нам надо умом находить оригинального. На удивление, Валькирия танкует хуже, чем наш персонаж, что даже как-то странно. В ППХ выбивая что-то отдаленное, похожее на копье, чтобы у нас работал джаб, а именно трезубец, и втыкая в него руну на урон ядом. Дело пошло немного пободрее. Но все равно нам нужно частенько возвращаться в город, чтобы купить кучу банок на лечение и нажраться банок на оттаивание, потому что Баал умеет замораживать. Если вы внимательно смотрели, то увидели, что у нас остались активные конки еще 2 квестов помимо финального. Это остались награды. Мы можем сделать гнезда в какой-то шмотке, а также персонализировать шмотку, что в ее названии будет имя персонажа. Последнее для нас бесполезно, а вот создать гнезда в нагруднике это прямо в тему. Я не помню, почему я конкретно эти камни выбрал странные, но допустим. Как бы там Баал на фоне не брыкался, пожилую волю моего персонажа уже не сломить. Наш забег подходит к концу. Лорда разрушения мы заковыряем за 25 минут, ни разу не умерев. Буду потихоньку переходить к выводам, ибо финал уже предрешен. По 5-му акту особо нечего сказать, более 9 часов на него ушло, но я знал, что с прокачкой Валькирии мы его уже точно пройдем. Вообще понравилось, что драгоценные камни всю игру были в использовании, понравилось, что талисманы действительно зарешали, понравилось, что я вообще это смог пройти. Еще забавно, что получилось найти приманки 1001 применение. Больше всего меня удивило, насколько один случайный предмет может полностью изменить прохождение. Будь то рандомный скипетр паладина, удачный талисман или самое мусорное и слабое копье. Сам челлендж оценю на 3 из 10 и никому не советую. Такое ощущение, будто без скилла было бы проще, чем без шмоток. Может, когда-нибудь проверим. На создание ролика ушло более 20 дней, если бы не Кабаныч, получилось бы быстрее. Если вам понравился ролик, буду рад любой поддержке, возможно именно ваша монетка однажды позволит мне уволиться нахуй и клепать видосы как под наркозом. Ссылки на Boosty и Donation Alerts будут в описании, на Boosty лежит оригинальная версия ролика, а также все геймплейные футажи. Всем спасибо.